Здравствуйте, уважаемые зрители канала Рыболовные снасти и рыболовные мережи. Сегодня мы с вами разберем урок, как, допустим, чулок какой-то ловушки. Их очень много видов этих ловушек. Будем называть одним словом мережа, да? Я так привык, что будем называть просто мережа. Разновидность мереж, там, ну, под разновидности, скажем, винтиря, там, да, ставники, там, заколы и все такое прочее, что с ними связано. Это будем называть просто с вами там или ловушки, или мережа. И вот сегодня как бы мы разберем один урок. Я буду делать такой сачок, да, на отлов там живца, да, ловят такими сачками живца по зиме. Я просто на примере покажу, допустим, это как бы обруч какой-то, да, какой-то обруч, и как, там, скажем, один из способов, как закрепить, скажем, чулок, ну, мы на примере куска, скажем, небольшого куска дели, как закрепить непосредственно эту дель вокруг, там, скажем, какого-то обруча или каркаса. Сейчас переведу камеру и покажу, как это делается. Ну вот, как бы непосредственно, скажем, каркас, здесь каркас, да, этого сачка, так скажем, супер сачка. Ну, потом я попрошу хозяина, скажем так, там снять небольшой видеоролик, как он этим сачком пользуется, да, как пользуется и как ловит живца на такие сачки. Его ловят как по дну такими сачками, также и подо льдом. Ловят принцип его действия. Мы берем, то есть непосредственно нить, да, скажем, нить буду использовать такую, там 1,8 или 2 миллиметра. Буду использовать, чтобы для удобства, чтобы было удобно, потому что ячея здесь пойдет у меня 1 миллиметр, небольшой челнок. Небольшой челнок это просто, чтобы проставлять, было удобно проставлять эту нить. Да? Не вручную, а челноком работать. Просто вокруг намотал, чтобы нить пошла. Потом беру кусок этой дели, там непосредственно 1 миллиметр она, 1 миллиметр. И начнем вокруг этого сачка ее уже обшивать. Скажем, представьте, что это не сачок, да, а обруч какой-то ловушки. Просто обруч какой-то ловушки. И вот дель непосредственно, да, сейчас я приближу вам все это. И вот дель. И эту дель мы с вами будем вокруг нее пришивать вокруг нее. И здесь надо будет в яче проставлять, скажем, вот в эту и под ней вот в ту. Или если у вас обруч там более толстый будет, то ниже в ряд. То есть начнем прошивать ее как? Вот скажем, сюда, вот тут выйдет игличка, да, сюда, в обратную сторону, здесь она выйдет, сюда, обратно, здесь она выйдет, сюда и так далее. Будем подшивать. То есть смысл какой? Вот, допустим, я беру вот здесь, да, вдеваю вот в эту. В эту я вдел, и в ряд вот здесь я продел игличку. То, что сейчас рассказывал. Я продел. Но потом нить, как бы протащить нить. Потом придется ее еще раз протащить. Продето. Сейчас в другую сторону уберу, чтобы не мешал мне челнок большой. Продето. Теперь, когда я продел, вот здесь, теперь рядом. Можно через одну. Давайте через одну. Вот здесь я продел и сюда. Протаскиваю это все. Да? Протащил. Сейчас опять я через одну буду продевать. Через одну пропустил, продел, сюда продел. Сюда пропустил тоже через одну. И с той стороны. И не в крайний ряд. Не в крайний ряд, потому что крайний ряд там будет все равно распускаться. Крайний ряд будет распускаться со временем. И чтобы избежать, мы будем делать, скажем, предпоследний ряд.
опять через одну сюда. То есть вот такими стежками, как, скажем, женщины шьют непосредственно там вещи какие-то, или швейная машина шьет, скажем так, мы вокруг с вами будем это делать. Вот, допустим, если стянуть это все, то уже, вот когда мы сделаем, сейчас поправлю, когда это все стянуть, скажем, да, вот так взять это, стянуть, вот так это будет выглядеть. Когда она стянута будет, вот так это будет выглядеть. Вокруг обруча уже будет все стянуто. И так далее продолжайте до завершения вокруг какого-то первого кольца, первого заходного кольца в ловушку. Спасибо за внимание. Всем удачи, хорошего дня, хорошего настроения.